Здравствуйте, дорогие друзья! Что нас ожидает в марте? Перед вами открыта карта начала месяца. И здесь мы видим особенное проявление двух знаков. Это Козерог и Водолей. Здесь будут развиваться все события. То есть в Козероге у нас 4 планеты и в Водолее 5 планет. И что на нас будет оказывать особо сильное влияние? Это энергетика двух довольно жестких планет Марса и Сатурна в Козероге. Такое влияние мы уже чувствовали на себе в апреле 2020 года. Но в то же время еще и ослабленный Юпитер добавлял свою негативную лепту. Вспомните, пожалуйста, что происходило в это время в вашей жизни. Сейчас Юпитер находится в Водолее, и он требует перемен, вот он здесь, перемен сложившейся ситуации. А его сожжение Солнца в начале месяца усилит такое убеждение. Положение Марса и Сатурна в Козероге, хотя и жесткое, но сильное. Марс здесь находится в знаке своего наилучшего положения, а Сатурн в своем собственном знаке тоже силен. Поэтому важно использовать такую сильную энергетику на благие цели. И я не буду сейчас говорить о политике, там действуют свои порядки и законы. Поговорим, как мы можем использовать для себя этот потенциал. Для каждого из нас это будет повышение физической активности, настойчивости в достижении цели в зависимости от той сферы, где в вашей натальной карте расположено это соединение. Например, лунные весы могут эту энергию направить на благоустройство своего дома, отремонтировать машину, а лунные тельцы на изучение прикладных наук или йоги. Овнам потребуется приложить больше усилий на работе, а близнецам поработать над вопросами профилактики хронических заболеваний или развития интуиции посредством медитации. Ракам не будут давать покоя и сидеть на месте партнеры. А львам нужно будет решать разумно все спорные вопросы или разобраться с долгами. Девам лучше организовать совместные тренировки или игры со своими детьми и не сердиться на них. А Скорпиону самое время будет освоить то, что раньше не удавалось, и приложить собственные усилия для этого. А Стрельцам освоить кулинарное искусство и угостить своих родных этими шедеврами. Козероги могут бросить свои силы на развитие себя и своего тела. Женщинам-водолеям потребуется осторожность в ваших экстравагантных нарядах, дабы не привлечь в свою жизнь неприятности. Лучше уединиться и позаниматься медитацией и йогой. Тоже касается и мужчин. Для рыб хороша будет активность в обществе друзей, совместные физические тренировки. 6 марта Меркурий переходит в знак Водолея, и это хорошее время для проведения общественных мероприятий. Меркурий в марте будет давать множество нестандартных, уникальных идей, некоторые из которых после всестороннего изучения могут принести что-то новое и передовое. Однако будьте осторожны с идеями в конце марта, когда эти идеи не будут поддаваться никакой логике из-за перехода Меркурия в знак Рыб, его ослабленное положение и сожжение его Солнцем там. Страдать в это время будут и коммуникации между людьми. Кто-то захочет уединиться и помолчать, а кто-то не будет закрывать рот от словесного потока. Если с вами такое произойдет, послушайте мудрую притчу на моем канале, которая называется «Трисита». Ссылку я оставлю в описании к этому видео. Возможно, она поможет вам обдуманно подходить к тому, что вы говорите. Ну и, конечно же, некоторый спад будет отмечаться в конце марта в бизнесе. По этой же причине. А вот такое событие, как планетная война между Марсом и Венерой 10 марта, может сказаться негативно на ваших отношениях. Не идите на поводу своих эмоций после празднования 8 марта и не осуждайте своих близких в недостатке внимания. Улыбнитесь своему гневу
или послушайте мудрую притчу о гвоздях, которая тоже есть на моем канале. Более значимые изменения в нашей жизни мы ощутим в апреле. Об этом будут следующие мои видео. Чтобы не пропустить, подпишитесь на канал, поставьте лайк, если вам нравятся мои видео. Это будет стимулировать меня дальше развивать канал и создавать для вас новые видео. Удачи вам и до следующей встречи!